Всем привет! Сегодня я расскажу вам о удилище, которое еще на этапе ранних прототипов стало моим любимым. Фаворит Rapid. На заре зарождения ультралайтовой ловли у нас, когда микроджиг еще был не так популярен, мы ловили в основном удилищами басового типажа. Ультры, Вигоры, Виллочи 842. Такого типажа удилища мы называли зубочистка. И вот именно такой зубочисткой является фаворит Rapid. У Rapid'ов самые высокомодульные бланки на данный момент среди всей линейки фаворит. Они изготовлены из припрега модульностью 46 тонн производства японской компании Toray. Бланки этого удилища очень легкие, быстрые и сухие. Мы используем 8-направленную обмотку OCG для усиления бланка. Стык также усилен карбоновыми обмотками, а не нитками. Rapid оснащен кольцами Fuji Torzite в титановых рамах. И выпускать более бюджетную модель на кольцах Alkanite в стальных рамах мы пока не планируем, потому что вершинки удилища очень легкие и тяжелые кольца скажутся негативно на их работе. Отдельно я хочу остановиться на рукоятке. Дизайн немного нестандартный и, возможно, даже вызывающий. В прошлом нас иногда упрекали, что мы жертвуем функционалом во имя дизайна. Поэтому здесь мы очень тщательно подошли к вопросу разработки рукоятки. Она очень долго дорабатывалась и в итоге получилась эргономичной и легкой. Мы постарались учесть предпочтения и тех, кто любит класть палец на бланк, и тех, кто любит более плотный обхват рукоятки. Мы используем скелетный катушкодержатель, и практически все элементы выполнены из Евы для снижения веса. Rapid — это очень высокомодульное удилище и боится ударов, поэтому мы обеспечили ему максимальную защиту. Оно комплектуется как обычным чехлом, так и жестким пластиковым тубусом. Теперь несколько слов о основных особенностях этого спиннинга. Чувствительность. Не побоюсь сказать, что Rapid на данный момент самое чувствительное удилище среди всех спиннингов фаворит. Точность заброса. Короткие кистевые забросы, когда нужно положить точно приманку под противоположный берег, это его стихия. Несмотря на жесткость бланка, он включается на вываживании и отлично вяжет рыбу. Это мы протестировали во время ловли форели в Италии с безбородыми крючками. Еще раз хочу обратить внимание, что Rapid'ы очень высокомодульные, поэтому требуют аккуратного обращения. Но я думаю, если у вас есть опыт ловли топовыми японскими удилищами, особых проблем не будет. На данный момент в серии всего 3 удилища. Самое легкое 632 SULT, 1,90 м с тестом до 5 грамм. Кстати, эта удочка весит всего 55 грамм. Это универсальный ультралайт. Она подходит для, скажем, неспортивного микроджига, для ловли окуня на малых реках, а также под ногами. Твичинг мелких минноw до 6 сантиметров, ловля на кренки или вертушки с колебалками. Это те задачи, с которыми она отлично справляется. Можно сказать, что его стихия — это малые быстрые реки и ловля окуня, голавля и форели в них. Получилась такая себе скрипочка для камерных условий и ценителей настоящего ультралайта. Следующая модель 662 ULT, 1,98 м до 7 грамм. Все то же, что и предыдущая модель, но выше тест. Для меня это универсальный ультралайт для ловли как с лодки, так и с берега во всех случаях, кроме микроджига на дальних дистанциях, где я выберу специализированное удилище, например, наш импульс. Следующая модель 692 MLT. 2,05 с тестом до 14 грамм. Эта удочка немного отличается от предыдущих. Здесь уже более выраженный басовый типаж с более мощным комлем. Это универсальный лодочный лайт, который готов ко встрече с серьезной рыбой. Отличный вариант для ловли крупного окуня с лодки на легкий джиг, а также голавля на кренке.
Кстати, в Италии старший рапид прекрасно подошел для ловли крупной дикой форели на большой мощной реке. В дальнейшем мы планируем расширять линейку Rapid по тестам и длинам. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях. А также не забывайте подписаться на наш канал. Пока!